Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Устцолу, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень хай-энд и не очень аудиогаджетов. Из жизненных наблюдений я пришел к выводу, что большинство людей хочет сразу получить финальный результат почти во всех областях интересов. Вот в нашем случае хотят сразу купить ультимативные наушники, чтобы никаких проблем, а строго эталонный звук навсегда, для любой музыки, для любого источника, при этом, конечно, за недорого. Вот смотрит такой человек обзоры, смотрит, а потом думает, это ж как? Выходит, моих затычек из комплекта недостаточно? Серьезно? Ну окей. И он находит обзор какого-то дяди. Ведь дядя умный и сразу скажет, что нужно купить, чтобы была вечная нирвана. Но дядя говорит как-то туманно, ничего особо конкретного, но намекает на то, что затычки это фу, поэтому человек открывает копилку с семейным бюджетом, эх, гулять так на все деньги, покупает наушники за 20, 30, а то и за $50, причем что-то такое, чтобы новое и крутое, о чем все говорят. Ну типа дядя в компьютере сказали, что там есть 20 чего-то, это же наверное круто, что сразу 20. Покупает, включает и офигевает. Это же надо, как обалденно они звучат после затычек. Это же как удачно он купил самые крутые наушники с таким крутейшим звуком. Идет наш человечек в интернет смотреть, что там говорят дяди. А дяди, глядишь, нет-нет, да и ругают эти самые крутые наушники. Ну и происходит подрыв, обида, что кто-то посмел не оценить такой изумительный звук. Человека охватывает ужас. Что, нужно еще $50? Человеку и невдомек, что он не то что даже дверь не приоткрыл, а только мельком заглянул в замочную скважину двери, за которой скрывается огромный мир хай-фая, аудиофилии и прочего аудиоразврата. И там нет конца пути, есть только сам бесконечный путь к бесконечным же и недостижимым высотам качества звука, ну и конечно же его цены. Что ж, я принес благую весть. Ультимативных рекомендаций у меня, разумеется, нет, но есть совет, с чего можно начать. Это недорогие наушники с прекрасным сбалансированным звуком, которые есть смысл купить и использовать как отправную точку. Плохо не будет точно. Речь, как все уже поняли, идет о Jade Audio EA3, развитии идей FiiO FH1, да и сама компания Jade Audio это дочка FiiO. Все делают под их патронажем, если вообще не те же самые люди. Поставляются наушники в компактной плоской коробочке с неплохим для начала кабелем и классическими амбушюрами FiiO. Ну, кабель я все же посоветую заменить, а вот амбушюры менять не надо, хорошие они. Хотя, разумеется, если есть желание, то искать варианты можно и нужно. Корпус из пластика, эргономичной формы, в очень красивых цветах, причем двух одинаковых расцветок нет, каждая пара уникальна. В ушах сидят идеально, было бы странно, если бы было не так. Внутри шикарный, почти 14-мм динамический драйвер. Тот же самый, что используется в очень хороших наушниках FiiO FH1S, и арматурный драйвер Novels 33518. И надо же, какое совпадение! Точно такой же, как в FH1S. А разница в цене-то почти вдвое, вот и думай, в чем секрет. Звучание A3 очень мелодичное, но без потери детальности, без ухода в бас или в высокие частоты и без особых прикрас. Они стараются звучать нейтрально, но не настолько, чтобы превратиться в сухие мониторные. Можно услышать очень много всего, но звук не распадается на детали. Короче говоря, почти что золотая середина, а уж учитывая их цену, то EA3 могут, или точнее могли, составить конкуренцию намного более дорогим моделям. Слушать эти наушники просто приятно. Огромный динамический драйвер обеспечивает отличный глубокий бас, однако не в стиле KZ, а очень умеренный, с хорошими атаками, с прописанным саббасом, способный играть музыку в низких частотах, а не просто ухать. Редкость в наше время в этом ценовом сегменте. Середина сделана аккуратно, с вниманием к деталям, с хорошей сценой. Заставить ее выпячиваться и перекрывать другие диапазоны практически невозможно. Ну а высокие частоты можно брать в качестве учебного пособия как надо. У них не самое высокое разрешение, но они красивые, мягкие и прозрачные. Общий уклон звучания чуть в теплоту от нейтрального. По стилям наушники практически всеядные. Если взглянуть на альбом Дэйва Гролла Play, то учитывая внимание музыканта к каждому отдельному инструменту, наушники справились отлично. И агрессия, и глубина, все удалось. Каждый инструмент безумно красиво подан, ударные отрабатываются так, что мурашки по коже от тембров. Кто не в курсе, Дэйв это ударник из группы Nirvana, мультиинструменталист и прекрасный музыкант вообще.
Очень советую не пропустить этот альбом, а если есть возможность, купить его на виниле, потому как пластинка того стоит. Она сделана очень круто, с таким же вниманием к деталям, как и сама музыка. Но возвращаясь к наушникам, они смогли много чего показать на этом альбоме. Электронная музыка им вообще как родная. Новый альбом Infected Mushroom, может быть, звучит на ей немного сладковато, зато эмоционально и красиво. Лично я люблю, когда музыка подается красиво. Ну и бас шикарен, конечно. Очень советую любителям жанра. Ну, что я, собственно, все любят грибочки. Джаз тоже отлично подходит для EA3. Свежий альбом Live from Studio 2 с живой записью коллектива GoGo Penguins я прослушал дважды, не отрываясь. Не вообще, а именно в этих наушниках. Инструменты легко различимы, отлично позиционируются, и при этом музыка звучит цельно и, простите за тавтологию, музыкально и мелодично. Ну и для разнообразия фанк-диска Винни Ху с альбома Harmony. Если не слышали, послушайте. Очень винтажное звучание и шикарная запись. Так вот, на EA3 можно заслушаться. Здравствуй, молодость, что еще сказать? Из вышесказанного понятно, что эти наушники я люблю и ценю. И хотя не даю рекомендаций, но вот посоветовать могу. Ищите что-то для начала, недорого и интересно, чтобы звучало как надо, чтобы передавало эмоции и красоту музыки, посмотрите на Jade Audio EA3. Скорее всего, они вам понравятся. Но следует поспешить. Не знаю, как там дальше будет, но есть ощущение, что они составили серьезную конкуренцию с FiiO FH1S, поэтому их как-то незаметно с рынка убрали. На данный момент они находятся поиском в единственном месте на всем AliExpress, в официальном магазине Jade Audio. Ну а мы чуть позже устроим сравнение EA3 и FH1S, должно быть интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.